Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я говорю не о чудесах и не о мифах, а о том, как действительно нужно действовать, если волосы редеют, истончаются и перестают расти. Эта проблема может начаться и у женщины, и у мужчины. Возраст, стресс, питание, гормональные сбои не выбирают. Я расскажу по шагам, что делать, в каком порядке и почему именно так. Не я попробовала, а как надо. Сразу скажу, быстрых решений нет, но есть работающие. Поставьте лайк прямо сейчас, так вы не потеряете это видео и поможете каналу выпускать больше полезных разборов. Первое, что нужно понять, густота волос начинается не с шампуня. Она начинается с кожи головы и кровоснабжения. Если фолликул голодный, ни одно средство не сработает. Поэтому базовое правило — ежедневная стимуляция. Самое простое упражнение — наклоны головы вперед на 30-40 секунд, утром и вечером. Затем мягкий массаж подушечками пальцев по всей коже головы 3-5 минут, без ногтей. Давление умеренное. Это усиливает приток крови, и именно здесь многие совершают ошибку, делают редко или слишком агрессивно. Теперь народное средство номер 1 – луковая настойка для кожи головы. Берется одна крупная луковица, натирается, заливается 100 мл теплой воды или отвара ромашки, настаивается 2 часа. Процеживаем. Наносить ватным диском на проборы 2-3 раза в неделю. Держать 20 минут, затем смывать мягким шампунем. Запах, да, есть, эффект тоже. Лук содержит серу, которая отбудит спящие луковицы. Именно на этом этапе многие бросают, не дождавшись результата, а он начинается через 3-4 недели. И вот здесь важный момент, ради которого стоит досмотреть видео до конца. Наружные средства не работают без питания изнутри. Каждый день в рационе должно быть 1 яйцо, 1 столовая ложка нерафинированного масла, горсть орехов или семян, плюс отвар крапивы, 1 столовая ложка сухой травы на 300 мл кипятка, настаивать 20 минут, пить по 100 мл 2 раза в день после еды курсом 14 дней. Поставьте лайк и напишите в комментариях «крапива», я вижу, кому тема действительно важна. И последнее в этом блоке – ошибка, которая сводит на нет все усилия. Частое мытье агрессивными средствами и горячая вода. Волосы не станут гуще, если вы каждый день смываете защитный слой кожи. Мытье по мере загрязнения. Вода теплая, не горячая. После не тереть полотенцем, а промакивать. Это не мелочи, а фундамент. Дальше я покажу схему на 30 дней, упражнения для усиления эффекта и еще 2 народных средства, которые работают в паре. Теперь переходим к схеме, без которой густота не закрепляется. Я всегда говорю, хаос – враг результата. Поэтому делаем так. Утро – наклоны головы и массаж 5 минут. День – питание и травяной отвар. Вечер – либо отдых кожи, либо активное средство. Чередование обязательно. Луковая настойка 2 раза в неделю, горчичная маска 1 раз в неделю. Остальное время кожа должна восстанавливаться. Именно переизбыток стимуляции часто приводит к выпадению, а не росту, и об этом почти никто не предупреждает. Горчичная маска – средство сильное, но только при правильной дозировке. Смешайте 1 чайную ложку сухой горчицы, 1 желток, 1 чайную ложку меда и 1 столовую ложку теплой воды. Наносить только на кожу головы, не на длину. Держать 10-15 минут, не больше. Если жжение сильное, смыть раньше. Делать 1 раз в 7-10 дней. Эта маска усиливает приток крови и подталкивает фолликулы к фазе роста. Здесь важна дисциплина, а не терпение боли. Параллельно подключаем упражнение, о котором редко говорят. Это работа с шейно-воротниковой зоной. Сядьте ровно, плечи расслаблены. Медленно поворачивайте голову вправо и влево по 10 раз. Затем наклоны к плечам по 10 раз. В конце круговые движения плечами. Всего 5 минут в день. Почему это важно? Потому что зажатая шея – это плохой отток крови от головы, а без этого никакие маски не дадут густоты, сколько бы вы их ни делали. Следующее народное средство – отвар корня лопуха для ополаскивания.
2 столовые ложки измельченного корня на 500 мл воды. Кипятить 10 минут, остудить, процедить. Использовать после мытья головы 2 раза в неделю, не смывать. Это средство укрепляет корни и снижает ломкость, за счет чего волосы визуально становятся гуще уже через 2-3 недели. Именно визуальный эффект часто мотивирует не бросить курс раньше времени. Напомню, если информация полезна, поддержите канал лайком. И здесь возникает ключевой вопрос. Когда ждать результат? Первые изменения – уменьшение выпадения через 10-14 дней. Затем появляется так называемый подшерсток – новые тонкие волоски вдоль линии роста. Это и есть показатель, что схема работает. Многие пугаются и думают, что это ломкость, и прекращают уход. А зря. Именно этот этап определяет, будут ли волосы реально гуще через месяц. Дальше я разберу ошибки, из-за которых результат не закрепляется, и дам финальную схему на 30 дней. Теперь о том, что чаще всего сводит результат к нулю. Резкие остановки. Волосы — это система с задержкой во времени. Если вы делаете все правильно 7-10 дней и бросаете, фолликул не успевает войти в фазу устойчивого роста. Минимальный рабочий курс — 30 дней, без перерывов, без «сегодня лень». Документальный факт. Рост волос — медленный биологический процесс, и он не подчиняется нашему нетерпению, поэтому здесь работает не энтузиазм, а спокойная регулярность. Еще один критически важный момент – белок. Без него густоты не будет. Я рекомендую простую схему. Утром яйцо или творог, днем рыба или бобовые, вечером кисломолочный продукт. Плюс вода, не менее 30 мл на 1 кг веса в сутки. Обезвоженная кожа головы становится плотной, а фолликулы буквально сжимаются. Это незаметно, но именно с этого начинается истончение волос. Питание — это не дополнение, это основа всей схемы. Для усиления эффекта подключаем масляный компресс 1 раз в неделю. Смешайте 1 столовую ложку касторового масла и 1 столовую ложку репейного. Слегка подогрейте на водяной бане. Наносить на кожу головы, надеть шапочку, держать 40 минут. Затем смыть дважды мягким шампунем. Этот компресс укрепляет корни и замедляет выпадение. Делать курсом 4 недели, затем перерыв 2 недели. Здесь важно не превышать частоту, масла работают именно в умеренном режиме. И сейчас момент, который многие пропускают. А зря. Сон. Волосы активно восстанавливаются ночью, особенно в фазе глубокого сна. Ложиться желательно до 23:00, минимум 7 часов. Если этого нет, никакие средства не дадут полного эффекта. Это не мотивация, это физиология. Когда мне пишут, что ничего не помогает, почти всегда выясняется хронический недосып. Исправьте это, и половина проблемы решается сама собой. На этом этапе у большинства появляется вопрос, можно ли сочетать эту схему с покупными средствами? Да, но без фанатизма. 1 мягкий шампунь, 1 кондиционер по длине, без нанесения на кожу головы. Все остальное лишнее. Чем проще уход, тем лучше работает кожа. Дальше я дам итоговую схему 30 дней для густоты. Расскажу, как сохранить результат и что делать, если волосы выпадают сезонно. Не переключайтесь, самое важное впереди. Итак, собираем все в четкую схему 30 дней для густоты. Утро, наклоны головы и легкий массаж 5 минут ежедневно. День, полноценное питание с белком и вода по норме. Вечер, через день активное средство для кожи головы. Луковая настойка 2 раза в неделю, горчичная маска 1 раз в неделю, 1 раз в неделю масляный компресс. Остальные дни – отдых кожи. Параллельно отвар крапивы курсом 14 дней и ополаскивание лопухом после мытья. Это не набор советов, а система, и именно в системе кроется результат. Теперь о том, как сохранить эффект. После месяца активной работы уход переходит в поддерживающий режим. Маски не чаще 1 раза в 10-14 дней, массаж остается ежедневным, питание без резких откатов. Волосы не любят крайностей.
Если вы видите рост и уменьшение выпадения, не нужно усиливать схему. Наоборот, стабильность закрепляет результат. Это правило редко озвучивают, но именно оно отличает временный эффект от долгосрочного. Если выпадение сезонное, весной или осенью, схема та же, но курс сокращается до 21 дня. Дополнительно можно подключить отвар хвоща. 1 столовая ложка на 300 мл кипятка. Пить по 100 мл один раз в день после еды 10 дней. Хвощ богат кремнием, который укрепляет структуру волос. Но важно помнить, травы – это тоже активное воздействие, и бесконтрольный прием пользы не принесет. И вот здесь я снова напомню. Если это видео помогает вам разобраться и не действовать вслепую, поддержите канал. Поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео с теми, кому тема действительно актуальна. Алгоритмы любят активность, а мы любим делать контент, который реально работает. Ваша поддержка — это возможность выпускать больше таких разборов без воды и пустых обещаний. Благодарю вас за просмотр до самого конца. Если вы здесь, значит, вы настроены на результат, а не на быстрые иллюзии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые документальные разборы по здоровью и естественному уходу. Напишите в комментариях, с какой проблемой волос вы столкнулись – истончение, выпадение или замедленный рост. И помните, густые волосы – это не генетическая лотерея, а правильно выстроенный процесс. До новых встреч!